Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Здоровья вам и вашим растениям. Это очень важно. Ну и здоровье вашей почве. Что нужно делать для того, чтобы в летнее жаркое время почва себя ощущала комфортно, и все, кто живут в этой почве, тоже ощущали себя комфортно и служили развитию хорошей корневой системы наших растений овощных и создавали условия для того, чтобы эти корни питались тем, что у нас есть в почве. Ну вот мы уже делали видео по мульчированию почвы. В теплице мы это сделали, потому что очень жарко, жаркий циклон был, и температуры были за 50 градусов в теплице, все очень нагревалось. На почве уже у нас прогревалась почва за 40 градусов на открытом солнышке, в тени 31 градус. Поэтому после того, когда вот это у нас было 3-4 дня и очень хорошо прогрелась почва, мы приступили к мульчированию. Но в открытом грунте мы не спешим это делать. Мы, во-первых, посмотрели, что близится, и мы знаем, когда мы делаем прогнозы, что вот должен быть холодный циклон. И в связи с этим открытая почва еще не работает у нас, мы не используем пока мульчирование. Давайте мы, после этого видео у нас были вопросы, и у нас есть даже плейлист, который посвящен мульчированию почвы. И мы собрали эти вопросы и составили такое наглядное пособие, какие есть вопросы и на что нужно обратить, чтобы не повторять ошибки. Особенно начинающие, они могут натворить делов с мульчой и, мечтая о том, что не будут заниматься просапкой и сорняки забудут на грядках, о том, что там можно расти. Здесь нужно знать некоторые правила, и мы о них сейчас поговорим. Итак, мы назвали наше видео «Мульча – это сила, если все делать правильно». На первом месте мы написали важные условия. Условия – это прогретая почва, как у нас уже в теплицах было. Далее, очень важно, не посадили сразу нашу рассаду и сразу давай мульчировать. Почва еще холодная. Мало того, что почва холодная, еще очень слабая корневая система. Растение слабое, неразвитое. И нужно дождаться здесь и полив, и просапка, доступ воздуха к корням. Все это должно работать. И только когда растения уже мощные, у нас, видите, уже и помидоры вяжут, и огурцы, есть и где-то перчики, баклажаны. Все это вместе именно в теплицах уже дало возможность создать мощную корневую систему. Почва стала хорошо прогреваться и даже перегреваться. Поэтому уже вот эти два плюса: почва прогретая, растения уже здоровые, мощные. И самое важное еще, не должно быть застоя воды, потому что в некоторых регионах до сих пор заливает. И если заливает и укрыть вот этот участок грядки, там, где есть вода, мульчой, ваши растения все погибнут. И важным условием я бы еще отнесла, вот сейчас идет холодный циклон. Поэтому почва охлаждается, растения снова находятся в стрессовом состоянии. Когда идет холодный циклон, никакого мульчирования не проводим. Это очень важно. Я это подчеркиваю, потому что нужно дождаться хотя бы, чтобы 3-4 неделька, 3-4 дня, чтобы очень хорошо прогрелась почва. Да, придется еще посапать немножко, пускать воздух обязательно к корням, да, поливы, но что сделаешь? Зато прогретая почва, мощная корневая система, и затем можно уже приступать к защите почвы и корней, которые находятся в почве, от этих высоких температур, от перегрева. Следующий важный момент из правил – это слой мульчи. Слой мульчи мы пользуемся от 5 до 7 сантиметров. Так как его съедают, и дальше у нас следующий пункт будет, что это органическое удобрение, то этот слой можно будет дополнительно в течение лета еще добавлять. Кто-то использует
снова были вопросы по активной мульче, по горячей мульче. Для северных регионов это актуально. Для южных регионов, там, где жара, и еще создать вот эти условия, особенно в теплицах, создать еще эти условия с зеленой мульчой, то растения вот такие бледненькие становятся, высокая температура, это не приводит к хорошим положительным условиям, поэтому мы используем всегда сухую мульчу. Нам очень нравится именно солома. Заранее ее закупаем на год-два для того, чтобы использовать солому. Почему мы берем солому? Это третий пункт будет, третье правило. Мульча является органическим удобрением и домом для почвенных микроорганизмов, для червей. Поэтому мы еще используем пролив триходермином, мы вам показывали, рассказывали обязательно это условие. Получается, что солома, она имеет нужные, очень важные питательные вещества, тот же калий, фосфор, магний. У нас тоже есть по соломе отдельное видео, и мы изучали этот вопрос. И нам нравится именно мульча из соломы. Тут и доступ воздуха с помощью соломы к корням, и прохлада, и в то же время мульча является вот этим дополнительным питанием, органическим удобрением. Да, и напоминаю, ни в коем случае мы никаких удобрений не сыпем под мульчу, под солому. Лучше по листу проводить это очень быстро получается, особенно уже жара наступает, здесь нужно работать по внекорневой. Если же есть необходимость чего-то дать, еще какое-то удобрение под корень, то можно по соломе все это сделать и снова же не заливать, определенное количество на каждый куст, и это видно хорошо, вокруг растения, не под сам корень, а вокруг растения вот этот полив сделать. Ну а триходермин поможет перерабатывать снова же эту солому, или же у вас сухая трава, спрашивают тоже, можно ли сухую траву, особенно если эта трава еще не имеет колосочков и семенов. Семена это плохо, а потом будете все это сапать и перерабатывать, поэтому лучше всего заранее накосить, засушить и потом использовать как вот эту прекрасную часть нашего органического земледелия мульчирования. И еще вопрос снова же с прошлых видео, почему вот с прошлого года мульча и почва не прогревается. Да нельзя удерживать мульчу с прошлого года. Мы, кстати, есть тоже видео в наших плейлистах, как мы готовим почву заранее. Мы в течение сезона пользуемся мульчой. Но когда уже завершается, собрали урожай, собрали растения, мы ее закапываем. Обрабатываем триходермином, чуть-чуть добавляем в раствор, в ведро, там идет 2-3 ложки аммиачной селитры, и это все проливаем, и к весне это все перерабатывается. Вот эта вся органика, вся эта мульча превращается в прекрасное удобрение. Структура почвы очень хорошая. Поэтому нельзя на земле просто сидеть, лежать, поливать потолок и собирать только урожай. Здесь, конечно же, постоянно нужно трудиться. Отдыхать тоже нужно, но вот нужно знать правила использования различных агроприемов. Что еще очень важно, что мы хотим отметить? Мульча – это экономия воды. Вода там, где воды мало, тоже мне пишут из южных стран, что у них не получается не поливать каждый день еще и утром и вечером поливают, потому что очень высокая температура. Но вот можно сэкономить воду в том случае, если вы будете использовать мульчирование. Ну и самое-самое важное, хотя все пункты важные, вы будете экономить деньги на защиту растений от болезней. Неважно, какие это фунгициды, или это органические, или химические. Химические это вообще очень плохо для организма, это уже экология, и земля, и человек, и само растение находится под гнетом вот этих химических формул. Лучше всего мы обрабатываем и используем триходермин или гаупсин форте. Есть еще другие биопрепараты, но и более сильные, вот в жару лучше всего работает триходермин. И под корень поливаем, и это очень хорошо срабатывает для различных овощных растений. И не только для овощных, но и используем для некоторых и садовых растений. Это очень хорошо. Поэтому у нас такой пункт: мульча, экономия воды.
воды и денег на защиту растений от болезней. Экономия большая, 50% это точно. Мы уже это наблюдали и записывали. Даже иногда больше приходилось, когда открытый грунт, бегать и обрабатывать растения против болезней. Дождь прошел, надо быстренько обрабатывать. Дождь прошел, обрабатывать. А здесь у нас заложили мульчу, полили, обработали триходермином, и точно вот 3 недели здесь нечего делать. Но все равно для того, чтобы профилактически провести обработки, мы через 2 недели, даже в летний период, 10-14 дней обязательно по растениям, если даже обрабатываем их какими-то, допустим, ну снова же органическими удобрениями, используем в это же время триходермин. Но лучше всего триходермин отдельно, с ним отдельно работать. Это был 4-й пункт. И что нам дает мульчирование? Еще очень важная вещь. Почва там всегда рыхлая под мульчой. Мы сколько раз наблюдали, там и черви работают, там столько микроорганизмов, сотни тысяч различных микроорганизмов, которые создают вот эту здоровую почву, здоровый слой почвы. И с помощью вот этих различных помощников вот это происходит очень хорошее дыхание растений, дыхание корней. Осуществляется рациональное, эффективное дыхание корней. Это очень важно. И, казалось бы, да, мульча закрывает, но там же соломка и доступ воздуха идет. И корни дышат еще самой почве. И это можно назвать, меня многие спрашивают, какой гербицид мы используем. У нас 2 гербицида. Один гербицид называется сапин, это сапка. После только дождик прошел или начинается травка появляться, мы проходим сапкой и убираем эти сорняки еще в зародыше. И экологически чистый гербицид – это наша мульча. Мульча в теплице практически почти нету растений сорных в период, когда у нас уже находится вот этот сезон, когда растения работают, уже дают урожай. Там вот бывают сорняки, проявляются там, где тонкий слой совсем. Ну, они же перерабатывают, все наши помощники, эту солому, превращая в удобрение. Поэтому нужно чуть-чуть досыпать в тех местах, убирать тех пару сорняков, это не так сложно. Так что это еще экологически чистый гербицид. Итак, мы ответили на ваши вопросы по поводу использования мульчи. Если у вас морозы еще утром, есть у нас такие подписчики, конечно же, еще рано использовать мульчу. Ни в коем случае не используйте. Тут важно, чтобы почва хоть немножко прогрелась и сохранять вот то тепло, которое за день собирается. Мы назвали эти правила, при которых мы используем мульчирование. Для теплицы это сейчас хорошо, даже у нас на юге. Но открытый грунт еще очень рано, поэтому мы мульчу еще не используем. Хотя будем пробовать в этом году и на картофеле, посмотрим, что получится. Вот видео уже и завершается, и я, естественно, снова забыла поговорить о том, чтобы вы подписывались. Так что, уважаемые зрители, подписчики, если вы подписаны, ставьте лайки, не забывайте об этом, пишите комментарии, вопросы свои, а те, кто не подписался, подписывайтесь. Это очень важно, как мне заметили наши подписчики. Что ж, наше видео сегодня завершено. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні дуже цікава тема, але прошу вас спочатку, якщо ви не підписані, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І зараз ми розглянемо дуже важливу тему, яку ми підготували завдяки листам, коментарям наших підписників та глядачів. Це тема мульчування. Вона продовжується, тому що у нас було на днях відео про мульчування в наших теплицях. Ми якраз розповідали, і як ми це робимо, можете подивитися. Для теплиць це зараз було актуально. У нас дуже високі температури були, і дуже прогрівалося повітря. В теплиці було за 50, а на ґрунті відкритому, там, де сонце було пряме, то за 40 градусів. Тому можна було вже в теплиці розпочати мульчування, і ми це зробили.
А відкритий ґрунт поки що почекає, тим більше, що зараз зайшов холодний циклон. І ми сьогодні відповімо на ваші запитання знову ж таки по цій темі. І ми записали всі ці питання, згрупували і ось як назвали це відео. Мульча – це сила, якщо все робити правильно. Так, ми будемо говорити про правила. Перше у нас важливі умови, які дають нам задачу і можливість вже пробувати робити мульчування. Не тільки пробувати, а й робити мульчування. Чому ми тільки в теплиці? Ми вже розказали, що там дуже тепло вже, спека сильна, і ґрунт дуже прогрівався. Наші рослинки вже почували себе не дуже комфортно, і тому ми вирішили провести мульчування. І не тільки тому, що вже тепло вже було і раніше такі періоди, але вже рослини мають міцну кореневу систему. Рослини вже здорові, вже формують плоди, квітнуть, і вони вже можуть спокійно входити в цю систему роботи, в систему життя під мульчою. І це якраз дуже важлива умова. І ще, якщо у вас стояча вода, це вже відкритий ґрунт, будь ласка. Якщо нема піднятих грядок, то, будь ласка, при стоячій воді, дуже у багатьох зараз будуть опади, і замульчуєте при стоячій воді, то це буде дуже велика шкода, ваші рослини загинуть. Якщо замульчували жара, і тут у вас опади, просто заберіть мульчу, підніміть її з грядок і заберіть її трошечки в сторону, тому що при стоячій воді це дуже-дуже погано для рослин. І ще дуже важлива умова – це холодні циклони. У час холодних циклонів, такий як зараз у нас на Україні, якраз до кінця неділі, знову ж таки, холодні ночі. А холодні ночі і день теплий – це якраз дуже недобрі умови для того, щоб починати мульчування. Я розумію, що дуже хочеться вже скоріше закрити всю землю і закинути сапку подалі, і ніяких більше бур'янів немає, і не треба нічого робити. Але якщо під час холодного циклону і холодний ґрунт ви накриєте мульчою ваші рослини, то це дуже-дуже погано, тому що рослини, холодний ґрунт, коріння не буде розвиватися, і вони будуть навіть і гинути, тому що і коріння буде гнити, не буде можливості розвитку вегетації, розвитку кореневої системи. Тому що дочекайтеся, коли пройдуть уже холодні циклони, і коли вже 3-5 неділя таких гарячих днів, тоді можна вже починати мульчування і в відкритому ґрунті. Наступна умова і важлива умова – це шар мульчі. Шар повинен бути від 5 до 7 см. Можливо, трошечки менше, але тоді все рівно ми дивилися, спостерігали, робляться такі щілини і просихає ґрунт. Тому краще всього 5-7 см шар мульчі. І мульча повинна, ми використовуємо солому, ми вивчали, різні способи використовували. Зразу скажу, що активна мульча – це зелена мульча, гаряча навіть зараз і на півдні це не раціонально використовувати, тому що дуже висока температура, особливо в теплиці. Висока температура і рослини теж такі бідні, нещасні від цієї жари, тому, будь ласка, тут вже треба знати, як робити. Завчасно треба готувати. Можна, от весна, почалися трави, до того моменту, коли починає вже насіння з'являтися. Квітнуть треба косити ці трави, сушити і потім в сухому вигляді мульчувати наші рослини. Третій важливий момент, він якраз зв'язаний з шаром мульчі. Сама мульча, якість, у нас мульча – це органічне добриво.
І це будинок, оселя для ґрунтових мікроорганізмів. Тому ми додаємо розчин триходерміну. Він якраз допомагає, ці грибочки допомагають там створювати оці важливі, ефективні такі умови, сприятливі умови для того, щоб там тисячі різних мікроорганізмів, ті ж черв'ячки, вони дуже люблять знаходитися під мульчою. Тим більше вони зразу ж і користуються мульчою. У нас солома, а солома має, до речі, дуже багато корисних поживних речовин. Тому і вона, і та же травичка, яку ви висушите, теж багате органічне добриво. І треба її використовувати для того, щоб замульчувати грядки. Дуже важливий момент – це економія води. Мульча – це економія води, особливо там, де засуха і де високі температури. Ми вже дивилися, це спостерігали і знаємо, що 50%, і ви 50% можете зекономити на воді, тому що це дорога річ. Ну, якщо вона недорога у вас, але це треба її полити, це треба нагріти, це треба якісь рухи робити, дії. Тому краще використовувати менше води, але щоб вона йшла саме під коріння і давала результат. Тому в першу чергу ми економимо воду, а гроші на захист від хвороб дуже велика сума виходить теж в економії. А чому? Навіть якщо ви хімічні фунгіциди будете використовувати, ми цього не робимо. Ми біофунгіциди використовуємо, той же триходермін, гаупсін форте, можна фітодоктор використовувати, але краще триходерміна поки що не знайшло, мабуть, людство захисту. Це дуже живі, такі гарні помічники наші, які допомагають працювати з нашою мульчою і захистом рослин від спор грибкових захворювань. Отож, вони дорогущі, і хімічні фунгіциди, і біологічні, вони всі дорогі. Але тут, знову ж таки, завдяки мульчі можна наполовину зекономити гроші на цій важливій покупці. Це що стосується захисту від хвороб. До речі, чому так у нас весь час хворіють рослини і в теплицях, в відкритому ґрунті після дощу або ж після поливу починається захворювання. Фітофтора просто вбиває рослини. А тому що якраз всі ці шкідливі гриби знаходяться на ґрунті, створюються гарні умови, волога є і тепло. Ось і вони піднімаються собі з цими потоками повітря на нижні листочки і далі на ті листочки, які попадають на їх шляху. Все це якраз попадає під захворювання. І там розвиваються собі, і не тільки на цих листочках, а далі і переходять на плоди, на квітки, і самі рослини теж гублять. Тому, будь ласка, це дуже важливо. Закрили, обробили. Так як ми показували, ми обробляємо солому саме розчином триходерміну, і ніяких проблем немає. І з корінням потім немає. Дуже важливий момент при використанні мульчі. У нас ґрунт завжди пухкий. Він весь час в роботі, там є черв'ячки і різні ґрунтові мікроорганізми, вони завжди працюють. І такі пори в ґрунті. І тут дуже гарно себе комфортно почувають коріння рослин, і вони дихають. Це дуже важливо. Чому ми не закладаємо прямо таким шаром, не забиваємо цю мульча, повинна ще і давати обов'язково дихання. От солома ідеальна для цього. Теж можна траву накосити, коли висушили, теж ідеально. Теж гарні умови для того, щоб поступало до коріння якраз повітря і давало можливість рослинам дихати. І екологічно чистий гербіцид. Це ми цим завершуємо наше відео. Чому? У нас є два гербіциди, які ми використовуємо в городі і в саду. Перший гербіцид – це сапін, це сапка, якою ми весь час працюємо, щоб ще не треба чекати, щоб виросли всі великі трави, а треба зразу ж по грядці пройшлися, чи після дощу, чи після поливу. Коли вже мульча буде, то там не буде необхідності працювати. От коли мульча, то у нас
чистий гербіцид виходить. Мульча – це екологічно чистий гербіцид, тому що немає необхідності ходити з сапкою. Інколи там, де мульча вже з'їджена, вже десь в серпні місяці, з'являється якийсь бур'янець, але його можна вирвати і трошечки підсипати, знову ж таки, трохи мульчі. І все буде нормально. Так що два екологічно чистих гербіциди, якими ми користуємося, це сапка і мульча. І вони нам допомагають працювати з бур'янами, тобто вони відсутні в городі. Якщо з'являються, то ми обов'язково з ними працюємо, не даємо їм розростатися. Хай ростуть краще наші рослини. Ось така дуже важлива тема. Ми відповіли на всі питання. Якщо є нові питання, будь ласка, задавайте, будемо продовжувати цю тему. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.